Скейтер, у которого было буквально все, о чем многие лишь только мечтают. Деньги, слава, бизнес, собственный дом со скейт-парком, дорогие машины, и все это в 22 года. Но что с ним случилось и как сильно изменился ажиотажный кумир миллионов? И из чего вообще все началось? Это история Бэма Марджеры. 1979 год, город Уайчестер, штат Пенсильвания. На свет появляется Брэндон Колт Марджера, а это его родители Эйприл и Фил Марджера. С самого детства Бэм был немного ёбнутый, ведь когда ему было 3 года, его дед замечает странную привычку. Брэндон специально врезался в стены и бился о них головой. Глядя на это, дед в шутку ему дает прозвище Бэм-Бэм. Немного позже друзья и одноклассники сократят его просто до Бэм. Да, так и зародилось легендарное прозвище. Уже в 9 лет Бэм начинает кататься на скейте и влюбляется в него с головой, учит трюки и получает от этого настоящее удовольствие. Все свое свободное время он проводит на скейте. И представьте, уже в 13 лет у него появляется спонсор, местный скейт-магазин Fireman. К школе Бэм никогда не относился серьезно, и вместо того, чтобы в ней учиться, творили с друзьями в ней всякую дичь. Разносят в ней все подряд, а однажды даже измазывают школьные шкафчики какашками. В 10 классе Бэм и вовсе бросает школу и занимается тем, что с компанией своих друзей снимает видео в разных скейт-парках и на улицах города. Это были скейт-видео вперемешку с разными приколами. И получив первое серьезное спонсорство, до сих пор популярной фирмы Toy Machine, Бэм решает, что нужно делать что-то более серьезное, чем просто скейт-видео. И вместе с компанией своих друзей они снимают крупный проект Ski. Это был фильм, в котором количество трэша и приколов было намного больше, чем скейтбординга. Бэм уловил суть, что падение и неудача, а также различная жесть заходят людям намного интереснее, чем просто видео про катание на скейте. Все, кто принимал участие в этом видео, это близкие друзья Бэма, и сейчас я попрошу вас запомнить имя одного из них, поскольку в будущем он очень сильно, даже колоссально повлияет на судьбу Бэма Марджеры. Знакомьтесь, это Райан Дан, один из самых преданных друзей, который вписывался в любую идею. Проект Ski действительно понравился людям, это было что-то новое, что-то свежее, что тогда подростки действительно хотели увидеть с экрана. Всего было выпущено 4 части Ski, и это не осталось без внимания. Вскоре с Бэмом связывается режиссер, который предлагает сняться в проекте Jackass. По-русски это чудаки, ну или придурки. Это был крупный проект на MTV, и Бэм, конечно, сразу соглашается. Изначально это было шоу, а в 2002 вышел первый полнометражный фильм. Суть была той же, что они снимали своей компанией друзей, только намного масштабнее, и, конечно, это было уже телевидение. Из-за участия Бэм получает крупные деньги и, естественно, славу. И если благодаря собственным видео Бэма узнавали только скейтеры, то теперь он стал популярен и вне скейтбординга. Родители Бэма также участвовали в этом шоу и в предыдущих тоже. Зрителям нравилось смотреть, как над ними шутят и даже унижают. Но родители были не против такого отношения, ведь эти шоу приносили действительно крупные деньги. Отцу Бэма даже пришлось уйти со своей работы. К нему начали приходить фанаты и просто не давать работать. Но отца это не сильно расстроило, он просто взял на себя финансовые дела Бэма и мог себе позволить работать, не выходя из дома. Но давайте не будем забывать, что Бэм Марджера все-таки скейтер. И теперь, снимаясь в любом скейт-видео, оно сразу становилось популярным. Ведь когда люди видят имя Бэм, они точно знают, что видео будет не скучным и не типичным. И так оно и было. И поскольку он стал довольно известной фигурой в скейтбординге, да и не только, его замечает самый популярный скейтер Тони Хоук и приглашает его с собой в скейт-тур. Благодаря этому знакомству Бэм появляется в играх Тони Хоук Pro Skater, одной из самых популярных игр про скейтбординг. И даже там он творил разное безумие. После успеха в Чудаках Бэм решает сделать собственное шоу на MTV. И в 2003 году появляется шоу Viva La Bam. В нем участники должны были соревноваться в разных заданиях. И в этом шоу был даже скейтбординг. Без жести и трэша тут, конечно, не обошлось, и поэтому это также нравилось подросткам. Но больше это нравилось Бэму, ведь деньги, которые приносили шоу, позволили ему построить собственный дом. Он прозвал его нескромно «Дворец Бэма». И в этом дворце было много чего интересного: собственный скейт-парк, бассейн и даже казино на дереве. В этом доме Бэм тусит со всеми подряд, со своими друзьями, приятелями, товарищами, знакомыми и даже незнакомыми людьми. Деньги, слава, безумие и тусовки. Да, Бэм отрывается по полной.
С его славой и деньгами запросто потерять голову. Что Бэм начинает делать? Нередко может выпить, хотя в начале карьеры совсем не позволял себе этого. И, конечно, постоянные вечеринки и тусовки. Но параллельно он хорошо ведет дела, как, например, заключает контракт с фирмой Элемент и выпускает про-модели своих досок. Они безумно хорошо продаются. Кстати, сегодня они считаются раритетными. И наверняка вы заметили логотип на этих досках, а также он присутствует на одежде Бэма, в его доме, на машине и даже на его теле. На самом деле это не его логотип, а он принадлежит группе Him, от которой Бэм по-настоящему фанател. Еще до того, когда эта группа и Бэм стали популярными, он очень сильно сдружился с основателем и вокалистом Вилли Вало, который придумал этот самый логотип. Бэм сотрудничает с группой Him и становится для них режиссером, снимая для них клипы. Он участвует на концертах. И если раньше он не так сильно злоупотреблял алкоголем и сигаретами, то теперь, видя, как фанатеют девочки от Вилли Вало, от его образа жизни и внешности, Бэм пытается ему буквально во всем подражать, и запои становятся довольно частые. Ведь Вилли Вало очень много пьет. Бэм настолько сильно берет пример с Вилли, что доходит даже до того, что какие сигареты или алкоголь покупает Вилли, те же покупает и Бэм. И Бэм иногда даже позволяет себе брать перерывы из-за запоев, но в дальнейшем их пути разошлись. Вилли отправился в реабилитационный центр, чтобы решить свои проблемы с алкоголем, а с Бэмом у них произошел даже конфликт, который дошел до драки, и после этого Вилли извинялся со сцены. Время идет, одежда и доски хорошо продаются, но вот самым главным с фильмами и шоу становится все не так хорошо. Зрителям уже приелся формат, и это не вызывает такого интереса, как это было раньше. Но ничего не меняется. Бэму исполняется 28. Он все дальше уходит от скейтбординга, а связано это с тем, что MTV считает трюки на скейте лишними в шоу Viva La Bam. И теперь оно состоит только из трэша и приколов. Ну а в дальнейшем все это шоу наскучит Бэму, и он его закроет. И не зная, чем себя занять, он решает заняться, как вы думаете, чем? Нет, не скейтбордингом. Он начинает пить. Очень много пить. Позже он создает несколько шоу на MTV, и одно из них полностью посвящено подготовке к его свадьбе. Да, Бэм женится. Его женой стала подруга детства Мисси Ротенштейн. Шоу называлось Bam Unholy Union, но продержалось всего лишь один сезон. Ведь для продолжения сценаристы написали безумную идею, в шоке от которой был даже Бэм. Они предложили забеременеть его жене, чтобы заинтересовать зрителей. После этого Бэм уходит не только из шоу, но и прекращает работу с каналом MTV. И он пытается создавать собственные проекты, которые кажутся ему безумно оригинальными, но на самом деле все это уже было. Собственные фильмы не пользуются популярностью, дела идут не очень. Но в 2010 году его зовут на съемки Jackass 3D, и она стала самой популярной частью чудаков. За участие Бэм получает огромный гонорар, и его финансовое положение становится вполне прекрасным. Но вскоре в его жизни происходит переломный момент, после которого придет конец его браку, удачным идеям и, в принципе, карьеры. 2011 год. Лучший друг Бэма Марджеры Райан Дан разбивается в автокатастрофе. Он вел пьяный свою машину на скорости 130 миль в час. В начале видео я просил вас запомнить его имя, а оно действительно очень многое значило для Бэма. Ведь это был его лучший друг, и они многое прошли. Райан принимал участие в любой безумной идее, которые они вместе придумывали. И Бэм уходит в настоящую депрессию. И если раньше его запои были вместе с друзьями на громких вечеринках, беззаботно отрываясь ради веселья, то теперь он пьет из-за горя, в одиночестве, пересматривая старые видео. Вдобавок ко всему выяснилось, что у него еще болезнь экстоз, костная шпора, из-за которой нельзя заниматься скейтбордингом. Не выходит никаких новых шоу, он разводится со своей женой. Он очень много пьет и меняется внешне. И только через 2 года что-то изменится, он создает рок-группу. Да, вот это действительно поворот. Только популярность она быстро уходит, и их песни не слушают массово. Это был узкий круг людей из преданных фанатов Бэма Марджеры. Группа не получила желаемый успех. И в этом же 2013 году Бэм снова женится. Теперь его женой стала Николь Бойд, с которой они женаты до сих пор. Марджера даже запускает новое шоу, но это все тот же трэш-контент, а Бэм в нем просто ведущий. Различное безумие в нем должны творить обычные люди, и это не вызывает интереса у зрителей. Успех не получается повторить, не получается вернуть то, что было раньше. Бэм не знает, как с этим смириться, и решает снова просто пить. Теперь и в его замке практически нет друзей. Люди, которые там находятся, приходят не к Бэму, а ради того, чтобы там потусить.
Его новая жена это естественно не одобряет, а постоянные запои Бэма приводят его к тому, что он попадает в реабилитационный центр. Выйдя из него, он решает бросить пить. Но ввиду образа жизни, некогда безумной славе, постоянных вечеринок, съемками в безумных шоу, у Бэма накопилось огромное количество психологических расстройств. И он идет на шоу по семейной терапии, которая ему действительно помогает. После этого он занимается своим здоровьем и даже возвращается в скейтбординг. Он отправляется в Барселону и начинает кататься, можно сказать, с самого нуля. Целый год держится трезвым, не употребляя алкоголь совсем. И под конец года у него рождается сын. Это Феликс Марджера. И вроде все хорошо, у Бэма семья, собственный сын, снова катается на скейте, но в 2018 году он срывается и снова уходит в запой. Флэшбэки из прошлого ему не дают покоя, особенно о том, как они отрывались в молодости, особенно о его лучшем друге Райане Дане. И за этот год он попадает целые 4 раза в реабилитационный центр. В 2022 году выходит новая часть Jackass, и в этой части чудаков видно, как главные герои сильно постарели, а Бэма Марджеру, столь значимую фигуру для этого фильма, из-за его запоев не позвали на съемки. А ведь до этого он снимался во всех 6 частях. На сегодняшний день у Бэма часто выходят видео, как он катается на скейте, публикует видео со своим сыном, часто дает интервью, рассказывая о том, как раньше было классно. Таким образом, человек, ставший популярнейшей фигурой в скейтбординге и за его пределами, один из изобретателей пранков и трэш-контента, бывший кумир миллионов, мечтает всегда вернуться в прошлое. Я очень надеюсь, что у Бэма все будет хорошо со здоровьем и он продолжит заниматься скейтбордингом. И так или иначе, но он навсегда останется легендой.